Кто сильнее, тот и прав. Чтобы ограничить российское влияние, надо забрать завод. 150 миллионов евро в Польше пропали. Горло пережимает. Переломный момент дает нам возможность, но не гарантию. Ребята, у нас есть своя страна. И наша страна, черт побери, недоразвита. Я, Игорь Рыбаков, урок выучил. Значит, понял, что в жизни главное, в этом-то вся и соль. Технониколь закрыла сделку по продаже заводов в Италии и Литве. Расскажите, почему вы это сделали? Нас вынудили, это сделка вынужденная. Если бы мы не продали оставшиеся у нас заводы, ну, возможно, у нас их просто бы забрали. Ну, вот ровно так же, как в Польше, которая в 2017 году по рейтингам была в самом топе рейтинга по всем инвестиционным защищенностям и так далее. Именно там мы построили завод, самый современный завод, который очень быстро расправился со всеми конкурентами в Польше. Ну вот незадача, как только началось СВО и так далее, да, польское правительство ввело указ с такой формулировкой, что чтобы ограничить российское влияние, надо забрать завод. И они забрали. Сейчас они с помощью внешнего управляющего грабят этот завод. Мы, конечно же, ведем в судах отстаивание своих интересов, но сами знаете, пока какое-то решение будет вынесено, завод будет разграблен. Да, 150 миллионов евро в Польше пропали. Так вот, чтобы не попасть в такую ситуацию, мы все-таки приняли решение уйти из Европы. Да. Мы с партнером, как и многие, кстати, другие предприниматели, оказались заложниками большого геополитического конфликта, и теперь уже понятно, что произошел исторический слом, после которого, ну вот, многое нам придется переосмыслить. Мне, тебе, нам. Вот эта пресловутая частная собственность, про которую в Европе так много мы слышали и верили на самом деле, да, что это одна из самых главных свобод и защищена законом, ну вот, я вам все рассказал. Все, что вам надо теперь знать про это, что это не более чем иллюзия относительно окружающего мира. Вот, теперь мы об этом знаем, теперь мы будем это учитывать. Я хочу, чтобы вы тоже об этом знали, я хочу, чтобы весь мир знал о том, что частная собственность — это только до той поры, пока тот, кто имеет силу, да, считает, что, ну, пусть люди играют в частную собственность. Да. Но если это закончится, то произойдет вот что. Вам не обидно было продавать эти активы? В бизнесе нет слова «обида», хотя эмоции, конечно, накатывают иногда так, что горло пережимает. Заводы мы продали по рыночной цене, но что такое рынок? С учетом вот этих всех обстоятельств, да? Когда вынужденная сделка и так далее, рыночная цена, сами знаете какая. Она не такая, когда все это, так сказать, добровольно и так далее. Вот. Но я бы вот что хотел сказать. Не следует упираться, когда перед тобой захлопывают дверь, да, а неудачи, а именно неудачи, я считаю, наш более чем 20-летний поход в Европу. Неудачи — это как раз так называемый образовательный опыт, если мы сможем воспользоваться, а мы точно уже воспользовались вот этим опытом. Мы многому научились, и, возможно, это один из самых дорогих MBA в моей жизни, да, дорогих, неприятных, болезненных, да, но в конце концов, знаете, я хочу здесь такую штуку сказать, что если мы не впускаем в себя учение благостным образом, то учение приходит к нам через боль, через разочарование. Вот именно так случилось в этот раз. Поэтому продать мы заводы продали, мы сделали выводы, мы идем дальше. Я бы не хотел сейчас пребывать в этом трагедийном там или драматическом каком-то состоянии. Вот. Я хочу, чтобы каждый из вас, вот, кто сейчас на этом выпуске, извлек пользу от этого выпуска, да, и я лучше сконцентрируюсь на пользе, которую вы все получите, просматривая этот выпуск. Почему вдруг национализация компании стала нормальной? Это хороший вопрос. Ведь достаточно долгий период был, когда вроде как была такая идиллия, на самом деле было затишье перед бурей, а сейчас мы с вами стали свидетелями того, как пошла борьба не на жизнь, а на смерть. Дело в том, что никого не устраивает то, что есть. То есть богатые страны не устраивают, что они имеют все меньше возможности грабить бедные страны, ну а бедные страны поумнели настолько, что они, в общем-то, не хотят больше, чтобы их грабили, и возникает такая ситуация, что это никого не устраивает.
А когда никого не устраивает ситуацию, то что будет? Война. Вот, поэтому взрывы газопроводов, подкупы всяких лиц, там, знаете, перевороты там где-нибудь там, это все будет обыденным явлением, вот вы видите все это. И мировая экономика стала своеобразным рингом, где бои без правил. Кто сильнее, тот и прав. Если не доходит дело до того, чтобы жахнуть там ракетами, бомбами или чем, ну так давайте введем санкции, вторичные санкции на финансовую систему, там еще что-то. Да хватает, то есть. И потому в текущем мире все должны быть готовы к тому, что вам может прилететь, даже если вы боженька и одуванчик, вам тоже может прилететь. Не удивляйтесь, если так. Необратимые процессы начались, да, и ковид — это были только цветочки. И второй взгляд, он более философский, более мировоззренческий. Мы все еще мыслим империями, мы все еще мыслим колониями. От того, что Франции формально нет в колониях Африки, не означает, что там нет военных, которые продолжают удерживать, ну, как бы в состоянии страха и запугивания, то есть некоторые страны, и используют дешевые, экстремально дешевые ресурсы этих стран для того, чтобы поддерживать французскую старушку империю. В XIX веке ходили в колонии войсками, там, да, в 20 веке там что-то пытались сделать, но сейчас все изменилось. Есть идеологическая колонизация, есть колонизация через финансовую систему, через ценности и так далее. Способы колонизации развились настолько, что их, ну, не видно на поверхности. Вот. Поэтому национализация, там, экспроприация и так далее, ну, не выглядят вот на этом фоне как нечто такое, ну, как бы неприемлемое. Это просто один из способов вот среди всего того арсенала вот этой вот экспансии. Большинство западных стран — это постимперии. То есть они формально не являются империями, но они живут как в этом периоде, они постоянно свою безудержную экспансию реализуют вот тем всем арсеналом изощренных средств. И так будет продолжаться до того, как не возникнет новое устройство. Новое устройство возникнет только через множественные кризисы. Вот сейчас мир входит в подобный вариант. На самом деле этот вариант развития мира чем чреват, что вот в этом барботаже, вот этом драматическом, трагедийном даже сценарии на самом деле возможна двойная смерть. Миллионы людей получат травмы психические, кто-то умрет и так далее, и в этом всем произойдет потом откат в предыдущую формацию, ну, в некую формацию неоколониализма. То есть мы не увидим ничего нового, то есть, грубо говоря, переломный момент дает нам возможность, да, что возникнет новый уклад мировой, но не гарантию. Вот. И поэтому давайте я сейчас остановлюсь на способах постимперского экспансионализма западных стран, ну и не только западных. Первое — это экономическое влияние. Широкий доступ к дешевым ресурсам и желательно экстремально дешевым. Ну, например, рабочий день в африканской стране может стоить $2, рабочий день. При этом люди в этих постимпериях говорят: ну как, у них же вырос доход, раньше был $1 в день, сейчас 2. Я говорю: а ничего, что в Америке в час $25, там, это минимальная зарплата, а вообще… Да, а тут $2 в день. Да, ну, не буду это комментировать, да. Вот расширение экономического влияния, которое традиционно применяет постимперия, оно, конечно, ведет к такой встроенному грабежу и к встроенному подавлению, да, многих миллионов людей. Это считается разумной платой экспансизма. Вот. Ну, у одних считается разумной платой, у других считается, ну, как бы безысходность, или, ну, вот они тоже так живут. Вот. Время от времени там какие-то бунты возникают, но эти бунты подавляются, а местные, так сказать, руководители путем выкупа и коррумпирования, так сказать, приводятся в смиренное состояние, типа поддерживайте заведенный режим и так далее. Ну, иногда, кстати, некоторые страны выходят из постимперского влияния, и те вышедшие страны объявляются тогда изгоями, диктаторами, автократами. А почему? Ну, потому что они вышли из постимперского влияния и так далее. Ну, вот такая игра. Еще раз говорю, экономическое влияние, которое сейчас делают постимперии на слабые страны и так далее, оно приводит к грабежу этих стран и к неравноценному обмену. Хотя утверждается, что рынок, он типа, ну, устанавливает справедливую цену, вот полная ерунда. Второе,
Геостратегическое планирование — это доступ к военным базам, территориям, потому что если корабль идет куда-то, но у него нет ремонтной базы вблизи, то, ну, как бы кирдык, приехали. Поэтому нужны базы и так далее. И знаете, сколько баз у Британии по всему миру? Вы, наверное, кто-то был, кто-то слышал, там, вот Кипр, например, да? Вот на Кипре одна из крупнейших британских военных баз. Поэтому геостратегическое планирование — это инфраструктура для доминации и давления. То есть если вдруг где-то происходит все-таки укрупнение какого-то анклава азиатских стран, африканских и так далее, ну, немедленно там создается военное напряжение и так далее. И если все-таки не удается присмирить, так сказать, оборзевших, так сказать, аборигенов, то, как говорится, переходим к неким боковым, так сказать, военным столкновениям. При этом косвенным образом вдруг возникают где-то повстанцы, откуда-то у них оружие там находится. Да? Вот, поэтому геостратегическое планирование — это инфраструктура и способы давления, как говорится, которые устрашают и закрепляют то, что те, кто, ну, как бы сейчас вот как бы попал в дерьмо, чтобы не чирикал, ну а те, кто попробует выйти из этого дерьма, то им прилетит по шапке и мало не покажется. Ну и третье, самое такое конкретное, что все понимают — имидж. Знаете, роль, влияние на мировые процессы остаются приоритетными. Никто не будет отказываться от роли главного, ну, жандарм, мне не нравится слово, кстати. Давайте такой доминатор, такой гегемон. Поэтому гегемон всегда будет гегемонизировать и так далее. Поэтому геополитические вот эти вот расклады и имидж доминаторов в постимперской истории, ну, это, можно сказать, такой статус-кво. И без войн, и без каких-то войн, к сожалению, страшных войн, такой, как, например, Вторая мировая война, без такой войны, например, мир вот после Второй мировой войны, ну, не мог возникнуть. Поэтому сейчас новый мир возникнет только после огромных столкновений, огромных жертв, огромных разрушений, огромных, ну, вот этих трагедий. Вот. И мы находимся прямо вот в центре этого эпицентра. Пожалуйста, воспринимайте это как очень твердая информация и способность учитывать это при планировании своей жизни. Дизайн вашей жизни должен включать в себя основательность, научность, а не вот эти вот все там розовые сопли и так далее, ожиданию, что все будет хорошо. Будет, если мы это хорошо сделаем своими руками, вот этими. Вот при таких вот всех раскладах это тот соус, в которых верховенство закона, рыночные условия равные для всех. Но это же утопия. Козе понятно. Вот, поэтому давайте так. Всегда, когда мы теперь будем сталкиваться с какой-то информацией и с попыткой кого-то, да, нам объяснить, что ну вот рынок, там, равенство, там, справедливость и так далее, мы будем понимать, что ну давай, он нас точно втягивает в какую-то ловушку. Да, ну какая справедливость, какое равенство и так далее. Это просто такая все форма, чтобы затуманить нам мозги. Вот. Поэтому давайте так, идеология встает над экономикой. Стремление людей к доминации, стремление гегемона любой ценой удерживать свою гегемонию стоит над. И мы живем именно в таком мире, и нам следует учитывать это при дизайне своей жизни. Друзья, привет! Меня зовут Игорь Рыбаков. Совсем скоро на Алтае пройдет легендарный Алтай Бизнес-кэмп 2050. И я, Игорь Рыбаков, приглашаю тебя подключиться к этому знаменательному событию. Это целая неделя непрерывного образования твоего успеха, благосостояния, ну и, конечно же, хорошего настроения. Будет все: природа, развлечения, ну и, конечно же, интенсивная программа. Я специально ее подготовил для тебя, которая изменит тебя полностью и не оставит следа от устаревших, неактуальных бизнес-практик или практик в жизни. И особо отмечу, в рамках Алтай 2050 состоится Рыбаков бизнес-форум, где вы сможете встретиться с инвесторами, великими предпринимателями, выдающимися деятелями, ну и завести, конечно же, знакомства полезные не только в бизнесе, но и в жизни. До встречи, друзья мои, на Алтае. Алтай ждет нас. Алтай бизнес-кэмп 2050. А как в таких условиях можно вести международный бизнес? Это хороший вопрос.
Потому что кажется, что выхода нет. Ну как, сжимающаяся там воронка и так далее. Но это только на первый взгляд. Именно когда кризис, именно когда сжатие, именно когда безвыходность, вот именно здесь острота нашей внимательности перемещается на те возможности, которые мы никогда не высматривали, не видели, не замечали, они были слабы. Поэтому, конечно же, что сейчас для предпринимателей из России? Ну, первое, я даже не буду комментировать, что предпринимателям из России следует, адаптируясь под текущие условия, продолжать свою международную деятельность, мимикрируя под различные формы или действия в странах СНГ, ну вот этот ближний круг, где тоже ты попадешь под там какие-то санкции, вторичные санкции, значит, по финансовой системе. Ну, здесь очень много дружественных там историй, и можно как-то порешать. Ну и самое главное, на чем я хочу особо остановиться, чему меня лично научил этот кризис. Ребята, у нас есть своя страна, и наша страна, черт побери, недоразвита. Но недоразвита в смысле, не в смысле какая-то плохая, да, я к тому, что очень много чего можно и нужно и следует сделать. И в чем плюс-то? Все навыки, все компетенции, да, наличие капитала и так далее, все в общем-то есть. А чего даже трудно там получить, ну это можно получить через, договорившись там, через третьи страны, ну знаете, вы знаете все с запрещенкой, да? Запрещенка, но это не значит, что запрещенки нет на полке азбука вкуса. Любая запрещенка в Советском Союзе была на рынке, на базаре. Так вот и сейчас то же самое. Поэтому еще раз говорю, я очень хочу остановиться на том, как вести международный бизнес. Дело в том, что это очень международный бизнес, да, развивать в России то, что у нас недоразвито или еще нет, и привлекать потребителей со всего мира, приезжать в Россию, потреблять это. Пример. В России обалденное образование относительно некоторых частей мира, где, есть потребность в компетенции, квалификации, например, директоров школ, завучей и так далее. И все. То есть в России следует создавать хабы, в которые будут приезжать люди на обучение. Это как один из примеров. Поэтому ввести международный бизнес — это не означает копать сырье и пытаться, значит, его куда-то вывести. Есть очень много других способов. Привлекая людей со всего мира, приезжать в Россию и учиться в российских университетах. Почему кто-то считает, что основа экономики страны — это международный бизнес? Это то, что постимперии продали России. Продали как идеологическая компонента, что России следует стать глобальным игроком. Глобальный по версии американцев и британцев, знаете, что означает? Что Россия копает сырье и отвозит, и становится сырьевым придатком мира, ничего не производит. Она нефтедоллары или газодоллары закупает ширпотреб везде. Вы уже понимаете, да, весь подвох подобной глобальности, да, когда страна становится зависимой и так далее. Все, перекрываем санкции, газопроводы взрываем и так далее, и страна вообще ничего не может, все. Территория ноль. Поэтому значит, реальная устойчивость бизнеса базируется на плотном ядре национально ориентированного бизнеса. Это вообще ядро любой экономики страны, у которой такая территория, как у России. Я сейчас не беру экономики стран, таких как Сингапур, размером там с один отель в Китае. То есть для Китая и для России, и, кстати, для Америки не подходит, например, модель Сингапура, которая активно в свое время глобалисты говорили: вот посмотрите на Сингапур. Друзья мои, сингапурцы ездили в Россию учиться. Знаете чему? Как Россия до сих пор не умерла во всех тех вот ограничениях, сингапурцы ездят учиться. Поэтому, смотрите, для России и для Америки, и для Китая, для таких больших по территории стран совершенно другая модель. Очень плотное ядро национально ориентированного бизнеса. Ну и, конечно же, взаимодействие с другими странами, да, но экономика взаимодействия с другими странами — это относительно небольшая величина, и тогда будет комфортно для России. Понятно, да, раскладка? То есть, грубо говоря, 90% всей экономики, экономической мощности — это некая замкнутая система, все производим, там, кооперация и так далее, а 10-20% взаимодействия с миром. И как итог, нашей ареной для бизнеса должна стать Россия и ближний пояс стран.
Да? Именно вот эта основная арена, которой я лично, и мой партнер Сергей Колесников, мы будем уделять не просто максимум внимания, а основное внимание. Это наш дом, будем благоустраивать свой дом, и, пожалуй, это ключевой урок, который мы выучили после этих вынужденных уходов из Европы. И я каждому человеку всегда желаю выучить уроки, которые нам преподносит наша жизнь, судьба и так далее, иначе судьба постоянно будет нас бить, а мы уроки не будем учить. Так вот, я, Игорь Рыбаков, урок выучил. Важное объявление, друзья мои. У меня появилась площадка, на которой я публикую эксклюзивный контент. Если раньше в Ютубе я делал так называемый эксклюзивный контент, который раздавался потом на все площадки, то теперь не так. Теперь есть площадка в ВК, где у меня эксклюзивный контент. Там ты сможешь найти, первое, готовые бизнес-инструкции, готовые бизнес-модели, ну и, конечно же, мои комментарии Игоря Рыбакова на самые важные события в нашей стране и в мире. Подписывайтесь по ссылке в описании, ставьте колокольчик, скачивайте приложение ВК-видео, чтобы было гораздо удобнее. Ну и, конечно, будьте в актуальности, будьте на связи со мной. Что лучше всего делать предпринимателю, чтобы повысить свой профессиональный уровень? Для предпринимателя здесь есть, я бы сказал, ключевой рецепт на все века, на все периоды, в любой ситуации. Вот это развиваться, находясь в разнообразном окружении или конфигурации других предпринимателей, развиваться в сообществе практиков. Вот. Время от времени отправляя свое тело, ум и сердце в бизнес-школы, или MBA или Executive MBA, только с репутацией, с имиджем. Вот и все. И физика этого процесса следующая. Предпринимательство — это подбор наиболее актуальной конфигурации идей, людей, ресурсов и так далее. При этом предприниматель сам не обладает этими ресурсами. Предприниматель становится таким исследователем, который, зная множество вариантов конфигурации, расширяя свой арсенал конфигурирования, подбирает наиболее удачную в данный момент, в этой ситуации, в этой отрасли и так далее. А научиться этому можно только пребывая в сообществе практиков, которые активны. Не сообщество практиков, которые когда-то были практиками, а сейчас стали лекции читать. Да? Такими сообществами практиками на территории России являются, например, клуб «Атланты», например, Эквиум бизнес-сообщество, например, X10 движений. Пребывайте среди практиков, и идеи о том, как конфигурировать с наилучшим результатом, будут постоянно вас посещать. А самое главное, рядом с вами будут оказываться люди, с которыми вы вместе эти конфигурации сможете воплотить, что является зачастую даже еще более важным. Стремитесь к тому, чтобы рядом с вами были именно практики, которые плодоносят. И это самый лучший способ повысить свой профессиональный уровень, уровень действенности и удивиться от себя, как может проявляться твое тело, ум и сердце. Но если вам захочется еще на следующий уровень, я тоже вам дам соответствующий рецепт. А какой следующий уровень? Те практики, которым нужен следующий уровень, они собираются, и мы проводим с ними специальные занятия, я передаю им свои личные практики, как их называют неофициально, практики миллиардных бизнесов, миллиардных успехов и так далее. Для этого надо прийти в бизнес-программы Global University. Бизнес-программы эти, Global University, ссылки будут здесь под этим выпуском, поэтому если вам это вовремя, приходите, оказывайтесь в плотном окружении таких людей, рядом с которыми ваше тело, ум и сердце проявится неожиданным и приятным образом для вас. А какие планы у вас дальше? Первое, Технониколь останется лидером. Парадокс, да, но мы планируем остаться лидером. Дело в том, что лидерам быть выгодно. Мы не отдадим это, поэтому это входит в наш план. И это процесс. Да, и сейчас я расскажу о том, как я закрепляю наш план в действии. Возможно, кто-то из вас захочет именно этим воспользоваться. Мой фокус внимания раньше был размещен на развитии бизнеса как такового, и мы преуспели в этом. Но в последнее время я увидел, что когда я планирую создание лидерских школ, выпускники которых, этих школ, становятся менеджерами,
специалистами, директорами компании «Технониколь» или менеджерами, директорами, специалистами компаний других на рынке России и мира, то возникает мультиплицирующий эффект, когда то, на что я влияю сейчас, вот эти лидеры будущего, подготовленные мной и имеющие вот эти вот все компетенции, видение будущего, способность взаимодействовать с другими людьми, то именно эти люди оказывают наиболее сильное влияние на мои бизнесы. Чувствуете ли, в чем дело? То есть оказывается, что мой больший импакт, мой больший вклад, который я могу сделать для развития бизнеса «Технониколь», для развития твоей компании, для развития его компании и вообще для экономики России, он перемещается в точку, которой я раньше не так сильно занимался, а сейчас я занимаюсь этим практически 100% своего времени. Эта точка называется университет, глобальный университет Рыбакова, эта точка называется физтех-школа Игоря Рыбакова, эта точка называется школа-интернат Рыбакова на физтехе. И это все, что связано с обучением и подготовкой лидеров будущего. Именно здесь, в Global University Рыбакова, в школе-интернат Рыбакова, я вместе со своими учениками, мы вместе становимся наставниками, патронами, наставниками вот этих лидеров будущего. И они, становясь выпускниками наших школ, да, они поднимают наши бизнесы на высоты, которые были нам даже немыслимы. Вот что происходит. Кому откликается, здесь будет ссылка, да, проходите, регистрируйтесь, и мы соберемся на отдельное специализированное мероприятие, посвященное именно этому. И новость дня, конечно, Рыбаков фонд, да, где учредителем является Игорь Рыбаков и Екатерина Рыбакова, моя жена, и Московский физико-технический институт во главе с ректором института Дмитрием Ливановым подписали историческое соглашение. Соглашение называется «Физтех-2050». Это программа, совместная программа частного благотворительного фонда «Рыбаков фонд» и государственного института, который предполагает создание физтех-школы Игоря Рыбакова, лидерской программы, бакалавриата, магистратуры, MBA и Executive MBA, и самое сильное, что я хочу особо отметить, создание школы-интерната Игоря Рыбакова. Это школа, где подростки с 12 лет до 17, пребывая в атмосфере физтеха, созревают как национально ориентированные предприниматели, устремленные в будущее. И, конечно же, вот предвкушение, радость от такого будущего, оно меня просто переполняет. Этой бы инициативы «Физтех-2050», ее бы не родилось бы, если бы не такой отклик. То есть естественный отклик людей прямым образом влиять, как будет разворачиваться история будущего. Вот прямым. Вот. Поэтому я всех вас приглашаю стать участниками исторического процесса. Будем вместе придумывать и писать историю будущего. Ну и, конечно же, хочу, заканчивая этот выпуск, сказать, вместе будем размножать хорошее, и тогда плохому места вот вообще не останется. Когда смог свои крылья белые ты расправить, забыв про боль, значит понял, что в жизни главное, в этом-то вся и соль.